Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, и в этом видео мы с вами вместе создадим торговую систему, либо торговую стратегию, не столь важно, потому что это по большому счету одно и то же. Возьмем в качестве примера дейтрейдинг, то есть мы определились торговать внутри дня, вот мы нули вообще, у нас как бы ничего нет сейчас, вот просто, да? Отлично, дейтрейдинг, я дейтрейдер, отлично, у меня есть 2-3 часа свободного времени, я прям вот с самого примитивного этапа начинаю. Второй этап. Ага, отлично. Если я дейтрейдер, ну, вообще, какое было бы мое предпочтение торговать? По тренду или против тренда? На чем фокусировать мне свое внимание? На всех рыночных условиях? Или на только одном состоянии рынка трендовом? В первую очередь приходит идея торговля по тренду. Окей, давайте зафиксируем этот момент. Дейтрейдер, торговля по тренду. В каких ситуациях продолжается тренд? То есть, что свойственно рынку, когда тренд продолжается? Какие это ситуации рыночные? Это коррекции и пробои. То есть, чаще всего продолжение тренда происходит после коррекции, либо после пробоя. Посмотрите на то, что мы сделали. Буквально несколько минут мы уже имеем некий фундамент нашей будущей стратегии. А именно, мы знаем, какие условия мы хотим торговать, коррекции, пробои, то есть преимущественно по тренду. Таймфрейм М5. Но, как и в любом деле, есть обратная сторона. И в торговле по тренду эта обратная сторона очевидна. А что делать, когда рынок бестрендовый? Я попозже расскажу, как мы торгуем любые рыночные условия, но сейчас давайте попробуем все-таки остановиться на этом. Да, рынок пребывает в тренде 30 там, плюс-минус процентов времени, все остальное время либо мы ничего не делаем, либо если пытаемся торговать, то вероятность получить лосс большая. Почему? Потому что большинство стратегий и систем, которые адаптированы под конкретное состояние рынка, не работают в ином состоянии рынка. То есть система работает в том состоянии рынка, под которое она адаптирована. И для меня, когда я начинал создавать свои системы и стратегии, это была такая, в некотором роде проблема, потому что часть состояния рынка мне приходилось пропускать. Да? Там контртренды или какие-то другие возможности. Все, что, допустим, не относится к трендовому рынку. И я начал задаваться вопросом, как мне создать систему, где бы я мог иметь преимущество. Очень важный момент. Не просто ты как бы торгуешь против тренда или там во флете или в каком-то другом состоянии рынка, а ты имеешь преимущество. То есть, как создать это преимущество? Мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Я вам покажу, как мы создаем преимущество в рамках нашей системы Cluster Trader. Но сейчас сфокусируемся на вот этой модели. То есть, коррекции, пробои. Отлично. Если мы используем М5 график, то мы строим уровни. Мы продолжаем нашу модель. М5, то есть, у нас есть конкретное число, конкретный таймфрейм М5. Нам нужны уровни. Уровни мы будем строить М5. М30 уровни. Мы перейдем на 30-минутный график и построим уровни. У меня они автоматически здесь, но я думаю, что не составит труда сейчас взять и построить это самостоятельно. Почему они автоматически строятся? Это упрощает мне процесс. Мне не надо думать о том, где у меня уровень, и это объективно, потому что когда я строю уровень, это более субъективно. Но мы к этому тоже вернемся еще. Теперь я говорю себе, у меня есть уже единица информации, торговля на коррекциях, на пробоях есть, абсолютно. Таймфрейм, на котором я торгую, то есть что значит таймфрейм, на котором я торгую? На котором я буду принимать решение 5 минут. Уровни с 30-минутного, то есть у меня уже есть вот эти пазлы, которые сейчас начнут потихоньку объединяться в единую систему, стратегию торговли. Теперь я говорю, каждый раз, когда цена пробивает уровень, внимание, пробивает уровень, либо корректируется к уровню, как мне следует действовать? И вот здесь вопрос, как ведет цена себя, когда пробивает уровень и идет сразу дальше, и как ведет себя цена в коррекции? У нас с вами открыт DAX, 5-минутный график. Мы знаем, что мы торгуем на пробой или в коррекции, преимущественно по тренду, и для этого нам необходимо первое условие. В любом случае, если мы хотим торговать на коррекции, нам необходим пробой уровня. В данной ситуации мы берем 30-минутный уровень. И обозначаем это как сила сигнала номер 1, стартовая точка нашей стратегии системы. Пробой уровня. В качестве примера это немного безобразный пример, потому что здесь, конечно, как такового входа быть не может, потому что у нас впереди там есть уровни. Но, тем не менее, давайте от этого абстрагируемся, попробуем упростить. Вот у нас есть пробой уровня. Покупать сразу, если пробой уровня, либо чего-то ждать. Ключевой вопрос, правда? Покупать сейчас или чего-то ждать?
запишем следующую формулировку. Если цена пробила уровень, то я жду. Чего я жду? То я жду чего? Какого паттерна я жду? Какого фильтра я жду? Просто тупо от балды купить пробой уровня не совсем корректно. Почему? Потому что где вы поставите стоп? Один из важных вопросов. Мы стоп чаще всего можем поставить за паттерном. Что такое паттерн? Это конкретно повторяющиеся событие на графике, которое выражено в виде свечной комбинации, либо там, если вы бары используете. То есть это определенная комбинация свеч, которая регулярно повторяется, которую можно репетировать, которую легко обнаружить на графике и которую можно использовать для постановки стоп-лосса. То есть за этой зоной или за этим паттерном. То я жду паттерна. Окей, я жду паттерна. Отлично. Какие чаще всего появляются паттерны, когда цена пробивает уровень? Еще раз. Какие чаще всего появляются паттерны, когда цена пробивает уровень? Паттерны консолидации. Ага. Глубже копаем. Паттерны консолидации. Вы не представляете, сколько времени, и я уверен, что большинство из вас тоже тратит колоссальное количество времени на изучение, чтение книг, но это все не ведет к действию. Изучение тренингов, стратегий, но это не ведет, коллеги, к действию. Это просто как бы информация, знания накладываются. Да, здорово, но это чаще, наоборот, откладывает момент принятия решения. Потому что сейчас мы подходим к моменту принятия решения, мы не разбираем какие-то метафоры. Это конкретные пошаговые действия, которые можно совершать и которые нужно проверять на своих активах, для себя, чтобы пропустить через себя весь процесс. Паттерны консолидации. Консолидации. Ага, отлично. Паттерны консолидации. То есть, я говорю, что сила сигнала номер 1 пробой уровня раз. Второй этап. Я жду консолидации после пробоя уровня. То есть, на уровне я жду, когда цена немного повисит. Теперь вопрос, сколько это бар консолидации или что это за консолидация? Да, мы можем взять базовую консолидацию, там какое-то накопление из нескольких свеч, допустим, 3-4. То есть это уже в меньшей мере критично, да, потому что мы уже знаем, что нас интересует консолидация. Консолидация — это определенное скопление свеч, да, выраженное в форме фигуры, допустим, треугольной, прямоугольной, там, не столь важно. Ага, отлично. То есть сила сигнала номер 1 пробой уровня, сила сигнала номер 2 — это формирование консолидации. Сила сигнала номер 3. Логично. Что будет сила сигнала номер 3? Пробой консолидации. В том направлении, в котором пробили старший уровень на старшем таймфрейме. Например, вот здесь. Опять же, это такой безобразный пример, но тем не менее. Мы видим раз, два, три. Раз, два, три бара. Да, и мы видим раз, два, три бара. Ну, то есть вот эти лоу, ну, это, понятно, большая свечка. То есть мы видим некую форму накопления. 3 минуты цена висит на уровне. Да? Отлично. Если цена пробивает уровень, то тогда у меня есть сигнал, я покупаю buy, стоп-лосс за паттерном, понимаете, да? Цели, допустим, на ближайших уровнях, 30-минутных уровнях, к примеру. SS1 это пробой уровня М30. Да? Второе, SS2, консолидация. Для чего нам нужна консолидация? Чтобы избегать вот таких ситуаций, да, когда цена идет обратно. Да, еще раз, это закономерно сейчас поведение цены, потому что мы здесь видим еще один уровень. Но тем не менее, да, очень часто бывает пробой, рынок пробивает, немножко повисел и обратно пошел. То есть нам нужны фильтры. Что будет в качестве SS3? Пробой, консолидация. Есть логика? Абсолютно. SS3, пробой, консолидация. Но у нас есть с вами вариант торговли еще на коррекции по тренду. Какая коррекция, какая глубина коррекции должна быть? 50, 60%, 70%. Один из лучших способов здесь это посмотреть, где ближайший уровень. Если мы посмотрим, мы видим, что уровень здесь, и это совпадает примерно с диапазоном 50
60% коррекции от импульса. То есть это хорошая глубокая коррекция, и слева есть уровень. И теперь пошла модель. Сила сигнала номер 1, пробой уровня. Сила сигнала номер 2, откат к предыдущему уровню, в данной ситуации к этому уровню, потому что здесь мы рассматриваем только на пробой, цена близка к уровню. Откат к уровню, к предыдущему. Сила сигнала номер 3, паттерн, причина на вход в рынок. То есть что свойственно делать рынку, когда формируется коррекция? Что цена делает на коррекции? Что цена делает, когда коррекция завершается? То есть паттерны свойственны кульминации коррекции. Вот она сейчас пошла коррекция. Сколько процентов? Коррекция. Допустим, пусть это будет, опять же таки, да, мы тоже должны понимать, сколько процентов. Допустим, мы берем в среднем 60%, плюс-минус коррекции. Дальше мы добавляем ключевую зону слева. Да? Если в районе 50-60% коррекция от импульса, предыдущая зона. Есть. Это сила сигнала номер 2. То есть пробой предыдущего уровня раз. Сила, это 2 визуально продиктованный сигнал. При условии, что вы правильно рисуете уровни. Очень важно. И что вы рисуете уровни на постоянной системной основе одинаково каждый раз. Не каждый раз по-новому, а каждый раз одинаково. С конкретным алгоритмом рисования уровней. Определения уровней. Это сила сигнала номер 2. И сила сигнала номер 3 нам здесь нужен паттерн. С конкретной причиной на вход. Почему? Потому что рынок сейчас может бам и улетел вниз. Ой, коррекция 60% покупаю. Это тоже вариант. Но этот вариант не подходит начинающим трейдерам, потому что он сверхэмоциональный. Ой, что делать? Ой, ниже, выше. Не надо усложнять задачу. Упростите ее. То есть сделайте свой вход в рынок более... Когда вы будете более контролировать процесс с точки зрения эмоций. То есть это не будет такой спонтанный вход, а это будет вход пошаговый. В том смысле, что пробили уровень, окей, хорошо, я подожду дальше. Фильтры дополнительного. Да, вы какие-то ситуации будете пропускать, фильтры для этого и нужны. Да, потому что вы будете пропускать ситуации, когда цена там, вы могли получить лосс, и в то же время, когда вы могли получить профит. Например, здесь нет консолидации, рынок база улетел, и вы не получили профит. Это нормально. Невозможно сделать так, чтобы вот здесь, как я, когда начинал, я хотел, чтобы у меня были ситуации, когда у меня есть фильтр, и он меня отсекает все убыточные сделки и дает, и работает только когда профиты. Нет, будут ситуации, когда у вас пробили уровень, нет консолидации, и вы как бы сидите и думаете, блин, ну что за фигня, и улетела наверх. То есть это нормально. Для этого нужны фильтры, понимаете, да? Чтобы не было таких ситуаций, когда, допустим, ты бам, и цена пошла. Да? И как бы ты остался с носом. 2 лосса здесь еще на коррекции получил, да? Или здесь расстроился, а здесь уже побоялся войти, цена улетела наверх. Вот такие моменты, когда трейдер становится заложником своего психологического состояния, да, когда он не входит в правильный паттерн или в правильную комбинацию условий по своей системе стратегии, получает по ней лосс, а когда появляется правильно, он уже эмоционально не готов, он не хочет еще один убыток получить. То есть, когда мы торгуем коррекцию, мы говорим, отлично, а мы дошли до этой зоны, что будет в качестве SS3, да, здесь конкретный паттерн, конкретный сигнал на вход. И возникает вопрос, а что с money менеджментом? Еще надо упростить. Money менеджмент, фиксированный конкретный риск в долларах, сумма, соотношение. Оно может быть разным в зависимости от того, какой потенциал в сделке. Трейдер может сам выбирать 1.2, 1.3, 1.1.5. Чем больше соотношение, тем меньше вероятность отработки сигнала, тем меньше будет процент прибыльных сделок, но тем вы будете понимать, что для вас 30, 40, там, 50% прибыльных сделок это абсолютно нормально, и вы не будете дергаться, что ой, я там получил 2 лосса, когда вы можете получить 1 тейк и выйти в прибыль по итогам 3-4 позиций. Вот. Есть стратегии, когда у нас соотношение, допустим, 1.1.5, да, и тогда у нас большой процент прибыльных сделок, очень большой процент. То есть здесь вопрос именно в соотношении, чем дальше тейк, тем меньше вероятность, что он будет достигнут. Идеальный это 1.2 плюс-минус в этом диапазоне. Вот по моему личному опыту 1.3, 1.4 достигается гораздо реже, а вот 1.2, 2.5 это, пожалуй, самая такая вот золотая середина для тейк-профитов по соотношению к стоп-лоссу, и это можно взять за основу выбора, да, менеджмента стратегии. Вот мы с вами создали сейчас пошаговую модель для торговли на коррекции на пробой. Я не успеваю, к сожалению, рассказать про систему Cluster Trader и про терминологию системы, про то, что мы какие сигналы, паттерны используем. Сделаем следующим образом. Сейчас мы добавим сюда одно из видео, которое было вчера записано. На самом деле, я вчера маленький отрезок видео записал по живой торговле, и вы увидите, как в режиме реального времени строится алгоритм торговли по
моей системе Cluster Trader. Немного живой торговли по системе Cluster Trader. Буквально полчаса назад у меня закончилась живая торговля с трейдерами в закрытом чате. Сегодня очень активный день, очень много сделок, в частности по золоту, огромное количество сигналов и на старших таймфреймах, и на минутки. И вот сейчас может появиться еще одна возможность на атаку. Что я здесь вижу на графике? Первый ключевой вопрос, который мы себе задаем: что мы видим? То, что мы видим, насколько это ложится в нашу картину торговли, в нашу методологию торговли. Нам не нужны другие условия, другие критерии, которые используют другие трейдеры, мувинги, там трендовые линии, если мы их не используем. То есть то, что является фокусом нашего внимания. Поэтому вам необходимо отбросить все то, что не входит в вашу ежедневную рутину. В нашу рутину входит первое условие: это определить состояние рынка. То есть если я сейчас ищу сигнал на сел, то я торгую первое, контр тренда. Что чаще всего делает цена, когда разворачивается? То есть, когда мы торгуем против тренда, что мы чаще всего видим? То же самое, задавайте себе этот вопрос, когда вы торгуете, допустим, по тренду, на коррекции, на пробой, неважно. Что чаще всего я вижу перед разворотом? Что чаще всего происходит после коррекции? Чаще всего, когда мы торгуем против тренда, мы видим сигналы слабых, сложных слабых вершин. В частности, сейчас у нас в прямом эфире сложная слабая вершина с TC-Sell на левой стороне этого сигнала. Мы видим, что рынок немного не дошел до нашей зоны. Вот здесь 12.73 ключевая структура. Поэтому как мы будем фильтровать эту сделку? Мы ждем ротации бара, изменения цвета свеч с белых на черные. То есть нам необходима конформация, подтверждения этого сигнала. То есть что свойственно делать рынку, когда он разворачивается? Чаще всего мы видим слабую вершину, ротацию бара, и затем рынок идет в нашу сторону. Если мы не видим одного из этих условий, в частности ротации бара, будем мы входить? Абсолютно нет. То же самое, то, что мы с трейдерами рассматривали по фьючерсу WTI, по нефтяным фьючерсам, мы планировали селить, но пока мы не видим ротации бара. То есть это фильтр. Вопрос, какие фильтры в сделке вы будете использовать, какие закономерности на рынке вы видите, которые вы можете использовать в свою пользу. Наша закономерность — это сложная слабая вершина, либо разворотное дно, разворотная вершина, плюс ротация бара. Если мы посмотрим на сегодняшний трейд, который у нас был с трейдером вот здесь, разворотное дно, стрелочный сигнал, ключевой уровень, ротация бара, то есть классическая комбинация сигналов. Да, и вот сейчас мы видим примерно схожую комбинацию, но мы не видим, что цена у абсолютного экстрима, поэтому мы ждем изменение цвета бара. Вопрос: какие у вас фильтры, какую последовательность событий вы используете в своей торговле? Возьмите простой лист бумаги, возьмите ручку, запишите, что вы делаете в первую очередь, во вторую очередь, в третью очередь. И вот то, что вы делаете, насколько это часто повторяется на рынке, насколько это вообще работает. Это может быть любой другой паттерн для вас, который вы обнаружили, либо который вы видите, что достаточно хорошо работает. Не имеет значения. Но вот эта последовательность действий, она необходима для создания организованной, дисциплинированной, с эмоциональной точки зрения дисциплинированной торговли. Вот посмотрите сейчас, либо я это увижу, либо я не увижу. То есть либо я увижу сейчас ротацию бара, изменение цвета бара на черный, и сейчас мы с вами продадим золото, либо я этого не увижу. Понимаете, да? То есть сигнал должен быть визуально продиктован, мы должны видеть его на графике, чтобы соответствующим образом на него реагировать. Если мы не видим, то, следовательно, мы не реагируем, у нас нет сделок. Сегодня мы очень много с трейдерами посвящали вопросам создания торговой системы, поиску закономерностей на рынке. И вот это одна как раз из закономерностей, которая появляется из раза в раз. На каждой практически вершине мы видим разворотную, слабую, сложную, слабую вершину. Один из этих паттернов. Еще раз, это просто, действительно, но это требует времени. То есть это просто, но нелегко. То есть это требует времени, чтобы изучить паттерны в первую очередь, протестировать эти паттерны, затем заложить эти паттерны в последовательность действий. То есть первое, я, допустим, вижу ключевой уровень. Это сила сигнала номер 1, ключевой уровень слева, раз. Дальше, слабая вершина, 2, стрелочный сигнал, 3, дополнительный фильтр, ротация бара, 4, то есть я торгую контртрендово. Если мы посмотрим бычий рынок, да, сегодня у нас был медвежий рынок, но уже совершенно другое состояние рынка. То есть я добавляю фильтры. Более того, мы всегда смотрим налево. Действительно, вот тот уровень, на который мы смотрим, он важен. С какого таймфрейма этот уровень? Мы видим, что ближайший важный уровень находится в районе 12.73 с копейками. Это часовая зона сопротивления. Я на минутке вижу часовой уровень сопротивления. Здесь я не вижу никакого уровня со старшего таймфрейма. То есть эта сделка агрессивная. Следовательно, я добавляю все вот эти необходимые фильтры
В данной ситуации, да, самым основным фильтром выступает ротация изменения цвета бара. Вы очень часто задаете мне вопрос по поводу ротации бара. Я обязательно запишу видео по терминологии. Очень много таких терминов, да, ротация бара, там, я не знаю, кластеры и так далее и тому подобное. И для начинающих это может быть такая информация немножко непонятная, поэтому отдельное видео мы сделаем. В общем, мы ждем с вами сейчас сигнала в режиме реального времени. Это будет короткий скальп, и на сегодня я завершаю свою торговлю уже около 20 с небольшим по Москве. Если я здесь продаю, мои цели на ретесте вот этой зоны. Вот здесь мы видим предыдущую небольшую структуру. Опять же таки, это визуально продиктованный сигнал. Рисуйте как можно больше, выделяйте свои паттерны, сигналы. Я выделяю свои паттерны, сигналы в форме треугольника. Почему? Потому что они именно так выглядят. Да, треугольник не всегда ровный, не всегда симметричный, но тем не менее. То есть я запоминаю этот процесс глазами, и каждый раз, когда я открываю любой график, мой глаз автоматически реагирует на эти паттерны. Почему? Потому что это то, что я использую на системной основе. То, что я не использую на системной основе, я просто не вижу этого. Следовательно, мне не нужно тратить энергию и время. То есть я торгую то, что я делаю на системной регулярной основе. Так вот, сейчас мы с вами ждем ротацию изменения цвета свечи. Если она произойдет, нажимаем Sell, стоп-лоссы за экстримом, цели здесь в районе 12.71 плюс-минус копейками. Мы уже готовимся селить. Практически у нас сформировалась ротация бара. Ждем изменения цвета. Долгое время этого не происходило. Вот сейчас мы видим ротацию. Ждем закрытия бара. Очень важный момент — это закрытие свечи. То есть мы должны закрыться, и после этого состоится вход. Да. Мы селим золото. Теперь возвращаемся на платформу, где открыта позиция. Нажимаем здесь ОК. И модифицируем наш ордер. Проверяем стоп. Корректно. Да, за хай. Таргет. То есть после того, как мы видим ротацию бара, первое, что мы видим чаще всего, когда происходит ротация бара, мы видим дальнейшее снижение рынка. Сегодня очень много позиций, да, и sell у меня был здесь, потом я купил здесь, купил здесь. Да, это выглядит очень просто, но на самом деле здесь очень важные правила вовлечения. Да, в каждой из моих позиций существует правило вовлечения. В каждой абсолютно. Здесь мы видим стрелочный сигнал, ретест структуры. Здесь внизу мы видим TC Buy, структуру на 30-минутном графике, разворотное дно. Здесь слева мы видим TC Buy на уровне ключевом, сложное слабое дно. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Мы видим, что около $250 мы имеем. И мы начинаем немножко двигать наши стоп-ордера. То есть мы начинаем двигать наши сделки в прибыльную зону. Так, ну что, наша позиция закрылась. $280 мы с вами сделали за 5-7 минут.